Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Карп Видео. Не получилось сегодня поймать карпа, не хочется он клевать. Наверное, все-таки карповый сезон подходит к концу в этом году. Все-таки уже 7 ноября. Ночью довольно-таки холодно становится. Ну и чтобы не совсем впустую съездить, так сказать, решил я в этот раз сделать небольшой обзор на мой такой прикормочный кораблик. Я думаю, многие видели уже в моих видео, что во время рыбалки на карпа я использую кораблик. И вот я хочу теперь немножечко рассказать о нем, о его плюсах и минусах. Так, давайте сперва достанем его. Вчера я его использовал. Вот так вот он выглядит. Сумка, конечно, это моя сумка. Кораблик был в коробке, когда я его приобрел. Значит так, кораблю этому 3 года. Использую я его довольно-таки часто, довольно-таки жестко. Вот, и скажу, в целом я им доволен. Больше плюсов, чем минусов. Это однозначно. Наверное, сперва расскажу о плюсах, а потом тогда уже о минусах. Значит, какие плюсы у этого корабля? Первый плюс — это, конечно же, цена. Он довольно-таки дешевый. Вот дешевый относительно других кораблей, которые продаются в интернете и в магазине, где можно приобрести. Да? Вот, это китайская фирма Ябо. Их там есть несколько вариантов. Там Ябо 1, Ябо 2, Ябо 2А и так далее. И это самое. Вот. При рыбалке на карпа очень важно, что там, где будет лежать ваш крючок с наживкой, чтобы вокруг там была кукуруза, бойла, там, я не знаю, пеллets и все такое. Вот, поэтому очень, конечно, с кораблем это очень удобно. У него есть вот такой здесь короб. Видите, остатки кукурузы после вчерашней рыбалки. Вот такой короб, куда можно грузило с крючком положить, засыпать кукурузы, наложить другого прикорма. Где-то можно до килограмма сюда укладывать. Вот, и едешь прямо в то место, куда хочешь забросить. И все это потом выгружается. Вот такой вот пульт у этого корабля. То есть здесь кнопки вперед, назад. Это не назад, эта кнопка означает, что он будет стоять на месте. То есть там у него винты работают, и он, короче, крутит и просто стоит. Но этим я почти никогда не использую. То есть вперед, влево, вправо и стоп. Вот это вот эхолот я добавил. То есть это не было с кораблем, конечно же. Вот. Я купил вот такой вот тоже китайский эхолот, который здесь вот на этом поводке постоянно плавает вместе с моим кораблем. Для чего мне нужен эхолот? Эхолот, понятно, для чего эхолот. Эхолот для того, чтобы смотреть, есть ли рыба и есть ли глубина. Но то, что по какую рыбу он показывает, я на это не обращаю внимания. Ему я, честно сказать, не верю. Вот. Но он показывает точную глубину. И глубина при рыбалке на карпа очень важна. Как я уже много раз говорил, я всегда забрасываю в основном на 4 метра глубину. Крючки стараюсь забросить. Вот. И поэтому во время, когда я завожу крючок на нужное место, я именно на эхолоте смотрю, какую показывает глубину. Какие недостатки у этого корабля? Конечно же, они есть, недостатки. Но, как я хочу сказать, что достоинств все-таки больше. Я все-таки доволен этим кораблем. Он у меня 3 года, и я думаю, что он будет и дальше работать. Пока что ничего не ломалось у него. Если, кстати, что и сломается, например, винты, да, вот здесь вот моторчики стоят. В интернете очень много запчастей на него. Можно без проблем купить, можно заменить. Недостатки какие? На дальнее расстояние его очень трудно использовать. Если я, например, рыбачу вот на этом месте и хочу завести крючок с прикормом
вот под те кусты, ну до них сколько? До них где-то 35-40 метров, да, отсюда. То это нормально, это без проблем. С такой задачей корабль справляется 100%. Но если иногда я пробую, например, вот под те кусты, например, завести, да, и если это уже вечер, я приехал, например, поздно на рыбалку, вот, то недостаток такой, что не видно, куда плывет корабль. То ли он плывет прямо, то ли влево, то ли вправо, потому что на таком пульте это очень трудно понять. Вот. И поэтому на такие дальние расстояния с ним я не заплываю. Может такое случиться, что потом где-нибудь там воткнется в кусты и придется залазить и вытаскивать его. И сейчас водичка, конечно, уже не самая теплая, поэтому лучше это, конечно, так не рисковать. Недостаток этого корабля такой еще, что бывает, например, при выгрузе крючка бывают зацепы здесь. Редко, но бывает такое. Бывает, что он выпадает, потому что здесь он как бы никак не фиксируется. Я просто кладу грузило сюда и так сюда на край крючок. Что потом, когда выгружаю, могу вам продемонстрировать, как это работает. Вот, например, он вот так работают моторчики. Вот он остановился. И вот так он выгружает. Груз падает. Видите, довольно-таки шумно, конечно. Но вот так все это выглядит. И все. И плывешь тогда обратно. Что я могу сказать, что это никакая не реклама, ничего, я просто хотел попробовать поделиться с вами своим опытом. Вещь довольно-таки прикольная, мне нравится, я ее использую постоянно. Не на всех водоемах в Германии разрешено использовать такой кораблик, например, на канале запрещено. У нас пока, на нашем озере пока это разрешено, и я его использую и очень доволен. Вот, как бы платить, конечно, это не в сравнении с крутыми кораблями, которые там могут и как танк на месте крутиться, и у которых GPS, у которых 2 или 3 камеры, они там могут сразу по 2 крючка вести. Вот. Это, естественно, ну, там и цена другая. Вот. Вот такой кораблик за 200 евро можно в интернете приобрести. Могу порекомендовать, кто будет, если покупать себе от этой фирмы, это фирма Ябо, да, вот. Берите лучше, чтобы поменьше электроники на них было. Чем меньше электроники, тем они лучше работают. Потому что я уже слышал от знакомых, у кого бывает пульт, например, такой, как бы с дисплеем, там все это, там только проблемы с этим. Вот. Так, что еще? Батарейка. По батарейке скажу так, что если едем, например, вдвоем с кем-нибудь, с товарищем на рыбалку, вот, завожу удочки себе, завожу ему. К сожалению, нету здесь никакого дисплея, насколько батарея заряжена. Вот. Единственное, что есть, это вот здесь вот есть такая, сейчас не видно, здесь такая лампочка. Вот. Когда при заряде вставляешь в нее этот штекер для зарядки, вот, и она горит красная. Когда батарея заряжена полностью, потом становится зеленая. Да? Я всегда делаю так. За ночь до рыбалки вставляю его, втыкаю в него подзарядку. Утром она зеленая, все, можно рыбачить. Такого еще ни разу не было, чтобы у меня на рыбалке батарейка кончилась. Вот, что он остановился и дальше не хочет ехать. Пульт надо тоже подзаряжать. Видите, вот я даже крышку на него... У меня есть крышка задняя здесь. Вот, здесь вот такая вот батарейка. Вот. Крышку я тут не ставлю, потому что она не нужна, нам в сумке он лежит там. Вот. Тоже надо, короче, пульт заряжать. Вот. Ну, он заряжается быстро, полчаса и готов. Вот тоже потом здесь горит так зеленым. Вот. В принципе, батарейки я тоже доволен. Тоже один из плюсов. Как я и сказал, что в основном, я говорю, я больше доволен, чем есть недостатки. Вот, например, медленно плывет. Вот. Бывает из-за того, что я, например, прицепил к нему сбоку вот этот вот эхолот, да, вот, естественно, его
тянет в сторону. Вот, и постоянно, ну не постоянно, но нужно его постоянно выравнивать. И нужно его выравнивать, чтобы он плыл прямо. Но это мелочи, за 3 года я к нему привык. И в следующем году я буду точно так же им рыбачить, поэтому для меня больше достоинств, чем недостатков. Так что я доволен.